Что касается этого района, район Черноморского побережья Краснодарского края и вообще в целом бассейн реки Кубань, это является одним из наиболее опасных, поводкоопасных районов нашей страны. Еще в середине 90-х годов была выполнена работа по разработке атласа природных опасностей. Это делалось под руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям, и там в этом атласе были собраны все карты всех природных опасностей России по территории нашей страны. И вот на карте паводковой опасности этот район выделен красным цветом. Повторяемость наводнений там 1-2 раза в год, более или менее большой интенсивности. При этом затопление прибрежных территорий там может превышать 2-3 метра. Это серьезные показатели. Поэтому готовность там должна быть всегда. И, конечно, то, что происходило в этом году на Черноморском побережье, на юго-западных притоках Кубани, это можно отнести, вот особенно то, что происходило на юго-западных притоках Кубани, к разряду природных катастроф. Вы знаете, что в ночь с 21 на 22 августа в связи с выходом контрастного атмосферного фронта глубокого циклона с европейской территории России на юг нашей страны, в районе Туапсе, в Туапсинском районе, выпадали очень сильные осадки, очень сильные атмосферные осадки. Вот по данным наблюдений, которые выполняются на сети гидрометеорологических станций и постов Росгидромета, количество осадков на Черноморском побережье в ночь с 21 до 22 августа на участке Туапсе-Лазаревская составило от 75 до 98 миллиметров. В горных районах еще больше, потому что влияние гор усиливает количество осадков, выпадающих осадков. Здесь количество выпавших осадков составило от 60 до 195 миллиметров. Все это привело к тому, причем самый неблагоприятный сценарий развивался, когда осадки, вот, наиболее сильные осадки, большая их часть выпадала ночью. Время добегания этих осадков по рекам очень маленькое, исчисляется там, часом. Некоторых для крупных, для средних рек это может быть 3 часа. Но при этом все это происходило, еще раз повторю, ночью. Подъем уровня воды в реке Нечепсуха составил, по данным наблюдений, 500 сантиметров над нулем графика поста. Опасная отметка, при которой начинается затопление, составляет 450 сантиметров. То есть фактически уровень воды в реке превысил опасную отметку на 50 сантиметров, на полметра. Но все было бы ничего, если бы не влияние гор. С гор шли потоки склона востока, огромная масса воды стекали еще по склонам. И влияние рельефа. А влияние рельефа – это понижение, углубление и так далее, где эта вода скапливалась и в результате подтапливала все, что находится, что построено, что располагается на этих территориях. Вот это такая картина была в этом году на участке Туапсе в Туапсинском районе. Предупреждение, которое передавалось учреждениями Росгидромета в Краснодарском крае, это Краснодарский центр по гидрометеорологии, это Сочинский центр по гидрометеорологии, это гидрометбюро Туапсе и Новороссийска, составило 12-14 часов. То есть за 12-14 часов были предупреждены организации, заинтересованные организации, органы власти и так далее о том, что ожидается вот такой вот комплекс очень опасных гидрометеорологических явлений. Не только сильные дожди, но еще и резкие интенсивные подъемы уровня воды в реках. Я хочу сказать также, что сегодня, уже вот сейчас мы проводим пресс-конференцию, а что происходит на Черноморском побережье и вообще в Краснодарском крае. Сейчас там идут дожди, мы прогнозируем, что сегодня будут там очень сильные дожди, местами очень сильные ливневые дожди. И, возможно, подъемы уровней воды выше опасных отметок на участке Анапа-Джубга, а также на юго-западных притоках Краснодарского края.
Уровень воды, по данным наблюдения, поднялся до 500 сантиметров над нулем графика поста, а опасный 450, то есть 50 сантиметров. 50 сантиметров. Если бы было только подъем уровня воды в реке и не было склонного стока, то есть та вода, которая поступала со склон гор, то слой затопления был бы полметра. Ну, это вы прекрасно представляете, в частном доме уровень, на котором располагаются окна, ну где-то, наверное, метр. Ну вот насколько это было бы опасно. Но здесь еще, конечно, сыграла роль, свою очень неблагоприятную роль форма рельефа. То, что вода скапливалась, стекающая с гор, это большие массы воды скапливались именно в низинах. Если дом расположен, и здания расположены именно в низинах, то это очень опасно. Кроме того, большое значение имеет то, из чего построены дома. Вы знаете, что хозяйственная инфраструктура тоже оказывает влияние на подверженность рискам разрушения и повреждениям. Если дом кирпичный, это один случай. Если дом построен из глинобитный дом, это больше вероятность его разрушений. А у нас в южных районах это традиционно было именно такие вот дома, глинобитные дома, они комфортны для проживания с точки зрения зимой сохраняют тепло, летом, значит, у них не жарко, все, но у них есть повышенный риск размыва даже. Если время добегания по реке составляет 1-3 часа, то это вот минимальная заблаговременность прогноза, теоретически. В Национальной службе прогнозов США каждые 5 лет издается что-то типа плана, те контрольные показатели, до которых они должны дойти через 5 лет. Значит, и по этим критериям, по этому плану, по предыдущий план, который был принят, который, по-моему, завершился в 2010 году, насколько я помню, предупреждение о так называемых заблаговременность прогнозов по быстро развивающимся паводкам, о которых мы сейчас как раз говорим, они должны были достичь 42 минут. Вот то, о чем мы говорим. Да, это 42 минуты, это для малых рек. Ну, вот таких, как Нечепсуха. Это малая река. Если бы мы подходили с критериями Национальной службы погоды США, то здесь где-то, значит, до часа. Заблаговременность прогнозов наших была 12-14 часов. Она давалась на основе метеорологических моделей, которые были разработаны и функционируют в гидрометцентре России. Это прежде всего модель Космо, это такая очень достаточно современная. Современная, это европейского уровня модель, она разрабатывалась в консорциуме, это есть такой европейский консорциум Космо, куда входит целый ряд стран европейских, в том числе и Россия, в том числе и Росгидромет. И вот они позволяют сейчас давать главное не только прогноз, но еще пространственное разрешение этого прогноза. Если вы даете прогноз в узлах сетки с шагом 70 километров, то эта речка у вас провалится между этими узлами. Это все равно, что мелкую рыбу ловить крупной сеткой. А модель Космо дает возможность сейчас прогнозировать осадки с шагом 2 километра. То есть через каждые 2 километра точки. Это уже существенно выше уровень предупрежденности может быть. И он достигается благодаря использованию таких современных моделей. Река – это живой организм. И как любой организм, за ней нужно следить. И, конечно, проводить вовремя расчистку русел и противопаводковые мероприятия, но не только вовремя, но и грамотно проводить эти мероприятия. Вы знаете, что одной из причин наводнения, которое было в Крымске, это то, что русло реки было забито карчем. Карчи – это деревья поваленные, кустарники и так далее. И вы, наверное, хорошо знаете, наверное, видели фотографии, отчет, кстати, по обследованию и установлению причин этого наводнения помещен у нас на сайтах Росгидромета.
Там есть фотографии, которые показывают, насколько опасно вот это вот невнимание к реке. Сейчас задача расчистки таких малых рек, русел малых рек, возложена на местные органы самоуправления. И, конечно, население должно очень внимательно относиться. Они же, люди, проживая в поводкоопасных районах, должны отдавать себе отчет в том, что, вот на мой взгляд, что сильные дожди, резкие подъемы уровня воды возможны всегда, возможны. И поэтому нужно очень внимательно смотреть за тем районом, где вы живете, где вы проживаете. Конечно, здесь нужно не только, чтобы местные органы смотрели, но еще, конечно, и те люди, которые там проживают. Вовремя сигнализировали, вовремя принимали меры, требовать, по крайнем случае, от местных органов самоуправления выполнения требований природоохранного законодательства.